Привет, друзья! Чтобы добиться качественного звука в видео, недостаточно использовать микрофон, который встроен в камеру. К примеру, сейчас я использую петличный микрофон, который позволяет записывать речь качественно и имеет очень маленькие габариты, что делает его идеальным для записи речи в кадре. А вот для закадровой начитки габариты микрофона значения не имеют, поэтому вполне можно использовать студийный конденсаторный микрофон с большой мембраной или с большой диафрагмой, и этот микрофон позволит записать речь наиболее качественно. Вот для таких целей я заказал очень интересный микрофон. Микрофон настолько уникален, что скорее всего на данный момент я единственный блогер в русскоязычном ютубе, который будет использовать этот микрофон для записи начиток для видео. Сегодня ко мне приехал Aston Origin. Это микрофон британского бренда Aston Microphones, и в нем есть несколько особенностей, которые выделяют этот микрофон среди остальных микрофонов. И из-за этих особенностей я и выбрал именно этот микрофон. Если посмотреть технические характеристики большинства современных микрофонов средней и высшей ценовой категории, можно обнаружить, что характеристики очень похожи. Частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц, более-менее ровная частотная характеристика, низкий уровень шума и искажений. Но тем не менее при схожих характеристиках звучание микрофонов сильно отличается. Получается, что при выборе микрофона невозможно руководствоваться только техническими характеристиками. Звучание микрофона не измеряется цифрами. Звучание — это очень субъективный фактор и в то же время один из самых важных. Инженеры Aston Microphones при создании микрофона пошли очень интересным путем. Они собрали фокус-группу из 33 лучших продюсеров и звукорежиссеров Британии, и на каждом этапе проектирования микрофона, от разработки корпуса, ветрозащиты и платы до создания самого капсуля, устраивали слепые тесты. То есть, к примеру, делали несколько вариантов капсуля, и фокус-группа выбирала лучший. Снова вносили некоторые изменения и снова устраивали слепой тест. И так на протяжении длительного времени дорабатывалась каждая деталь микрофона. В результате получился микрофон, звучание которого выверено и отточено лучшими специалистами в области записи звука. Именно этот факт, честно говоря, меня и заинтересовал. Мне захотелось иметь именно такой микрофон. Второй важный фактор — как долго прослужит микрофон. Студийные микрофоны обычно очень нежные, они боятся даже небольших встрясок, ударов, а через несколько лет использования их корпус часто покрывается царапинами и теряет внешний вид. Сетка, которая защищает капсуль, обычно достаточно нежная, и ее легко погнуть при транспортировке или хранении. Aston Origin не боится ударов и встрясок. Его капсуль настолько хорошо защищен, что он не повредится даже при падении микрофона со стола или со стойки. А благодаря хорошему амортизатору внутри микрофона можно отказаться от использования паука. Корпус микрофона не окрашен, а обработан по специальной методике. Он не облазит и не царапается. Сетку практически невозможно помять или испортить. В то же время акустические характеристики сетки не хуже, а лучше, чем у других микрофонов. Также лучше защита от электромагнитных наводок. Сетка хорошо рассеивает воздушные удары и служит поп-фильтром. Покупать дополнительный поп-фильтр не обязательно. Давайте каждый элемент рассмотрим поближе. Корпус изготовлен из толстого металла. Даже если вам удастся его поцарапать, специальная обработка поверхности скрывает царапины и потертости, а внешний вид микрофона остается неизменным. Снизу на корпусе микрофона, кроме XLR разъема, есть гнездо для крепления микрофона прямо на стойку. Паук, как я уже говорил, не обязателен. На корпусе есть два переключателя. Один управляет чувствительностью микрофона 0 дБ или -10, и второй обрезкой низких частот. Сетка микрофона — это ноу-хау разработчика. Она состоит из двух слоев. Внутренний слой — это хаотично сплетенные металлические волокна. Разработчики назвали эту сетку Mesh Head. Именно хаотичное плетение не окрашивает звук и в то же время рассеивает удары воздуха. Дополнительный поп-фильтр можно не использовать. Также хаотичное плетение намного лучше экранирует капсуль, то есть защищает от электромагнитных помех. Сетку можно даже снять и промыть при необходимости. Второй слой — это волнообразная пружина, которая может деформироваться для поглощения энергии удара, а затем пружине легко вернуть исходную форму. Сам же капсуль внутри микрофона крепится на специальных амортизаторах, которые поглощают вибрацию от корпуса микрофона, если микрофон используется без паука, и защищают капсуль в случае падения микрофона. Подрезюмируем. В разработке микрофона приняли участие лучшие звукорежиссеры и продюсеры Британии. Корпус неубиваемый и не теряет внешний вид даже при не самом аккуратном использовании. Сетку невозможно повредить, она быстро восстанавливает свое первоначальное состояние. Микрофон способен пережить удары и падения. Можно не покупать амортизатор и поп-фильтр. Производитель сравнительно молодой и еще не делает накрутку за бренд. Стоит микрофон всего $250, а в сравнительных тестах по качеству передачи звука обходит микрофоны, которые дороже в несколько раз. Я записал несколько сравнительных тестов микрофона Aston Origin и других микрофонов как такого же ценового диапазона, так и стоимостью выше $1000. В связи с загруженностью линии время ожидания ответа оператора может быть увеличено. Если вам нужен отдел по работе с юридическими лицами, нажмите 1. По вопросам заказа в интернет-магазине нажмите 2.
Или оставайтесь на линии, мы обязательно ответим. Компания 20 лет занимается производством солнцезащитных систем. Маркиз, пергол, рефлексолов, тентов, систем для зимних садов, жалюзи и рулонных штор. Мы делаем простыми для клиента решение технически сложных, нестандартных задач. Микрофон имеет прозрачное детальное звучание с немного поднятыми высокими частотами. Речь и вокал записывается очень разборчиво, благодаря чистому и яркому верху голос хорошо ложится в микс и не теряется в музыке. Все микрофоны, которые я пробовал до Aston Origin, даже ценой около $1000, требовали тональной коррекции. С Aston Origin ситуация кардинально иная. Звук с микрофона уже сразу такой, как мне нужно. Он не требует частотной коррекции. Единственная обработка, которую я применяю к голосу, записанному в этот микрофон, это небольшая компрессия. По моему субъективному мнению, идея разработчиков использовать опыт лучших британских специалистов в области записи звука сработала на 100%. К вышесказанному могу добавить только, что это самый оригинальный студийный микрофон, который я когда-либо держал в руках. Оригинальное звучание, оригинальный дизайн защитной сетки, встроенный амортизатор и поп-фильтр и, конечно же, очень приятная цена за такой шикарный звук. Минус у микрофона один. На данный момент купить его в Украине или России невозможно. Его можно только заказать из США или Европы. Я заказал из Европы. Шел микрофон ко мне около 2 недель. А поскольку микрофон не боится ударов и тряски, я не сильно переживал, что почтовая служба его уронит. Если видео было полезным, ставьте палец вверх, напишите в комментариях, какие микрофоны используете вы и понравился ли вам микрофон Aston Origin. А на этом все. Пока!